Не было ни слова об этом, но бизнес есть бизнес, я понимаю, им нужно привлекать внимание, ведь бойцы, которые дерутся за временный титул, бомжи. Я всегда слежу за игрой, за UFC, и я спрашиваю себя, почему они не в состоянии подняться на уровень выше, почему никто кроме меня не достиг этого уровня, да потому что они все дерьмо собачье. Не на кого смотреть, и это касается этих двух клоунов в частности. Два бомжа дерутся за титул, и они наверняка счастливы, что я расслабляюсь, взяв перерыв. И у них есть этот крохотный шанс представить, что они поднялись на уровень. Но в реальности они даже близко к этому не подошли. Они оба будут жестко нокаутированы. Это правильный бой. Именно этот поединок и следовало организовать. Только я не понимаю одного. Собираются ли они отнять титул у Конора Макгрегора? Ходят слухи, что они собираются это сделать в скором времени. В любом случае, бой Хабиба и Тони – это правильное решение. Послушайте, Тони сейчас неоспоримый чемпион. Говорите, что хотите, но это так. Хабиб сейчас претендент номер 1, а Конор сидит в сторонке и ждет. Я не знаю, но мне нравится бой Нурмагомедова и Фергюсона. Я думаю, что этот бой намного интереснее, чем многие люди считают. Я думаю, что Тони будет лучше всех остальных и сможет постепенно измотать Хабиба, а потом он пойдет и отлупит Конора Макгрегора. А я тем временем буду прокладывать свой путь. Я слежу за этими тремя. Это большая тройка. И Фергюсон — это тот парень, которого я собираюсь преследовать. Я думаю, что это самый громкий бой в истории легкого веса UFC, а особенно если обратить внимание на навыки обоих бойцов. Но если бы я победил Тони, я уверен, что сейчас я бы дрался с Конором. Но Конор избегает встречи с Тони и с Хабибом. Он понимает, что он не сможет их одолеть, поэтому он просто ждет, когда ситуация немного прояснится. Но в любом случае, я и сам собираюсь подраться с победителем этой пары в конце года. Конор будет в бешенстве, когда его лишат титула. Помните, когда Макс Холлоуэй забрал себе чемпионский пояс? Даже тогда Конор бесился. Он хотел унизить Макса в своем инстаграме, так что это все по-любому его немного напрягает. Если он надумает вернуться, он же будет претендентом на титульный бой. И такой расклад событий ему точно не понравится. Не знаю, что именно у него на уме, но он в любом случае избегает боя с Тони. А UFC не хотят лишать его титула, потому что это умный ход с точки зрения бизнеса. Посмотрим, что произойдет. В этом году у меня великие планы. Я хочу стать чемпионом в двух весовых категориях. Во-первых, я должен вернуть свой титул, и уже потом я доберусь до второго пояса. Сейчас мне надо поправить свое здоровье, и я с нетерпением буду ждать, когда же объявят мой следующий бой. Но моя главная цель — это победить TJ Dillashaw и вернуть свой титул. Изначально я хотел зачистить свой дивизион, провести несколько защит титула и уже потом подраться с Деметриусом Джонсоном. Если TJ и Деметриус все-таки подерутся в этом году, то я снова зачищу свой дивизион, вернусь на вершину и буду ждать, когда TJ вернется обратно в наш вес. Посмотрим, что произойдет, но чемпионский пояс — это моя цель в этом году. Хабиб Нурмагомедов против Тони Фергюсона — это крутой бой. Это будет действительно интересный бой. Это два совершенно разных стиля. Я очень хочу увидеть это противостояние. Это будет первая защита титула Тони Фергюсона. В свою очередь для Хабиба это будет первый бой за чемпионский пояс. Я не знаю, кто победит, но в последнее время Хабиб просто доминирует над всеми своими соперниками. Он до сих пор не побежден. С каждым боем он становится все лучше и лучше. Так что я думаю, что Хабиб должен победить в этом бою. Послушайте, мне интересен этот бой, и мне не важно, 4-я, 5-я или 6-я это попытка провести этот поединок. Я всегда буду с интересом ждать этой феноменальной битвы. Легкая весовая категория просто не может без этого поединка. Это бой за звание лучшего бойца дивизиона. У Хабиба безумно сильное давление на соперников, а Тони Фергюсона мы знаем как бойца, который умеет выкручиваться из невероятных положений, выполняя удушающие болевые приемы. И в этом бою он может оказаться в таком положении, где придется показывать все свои навыки джиу-джитсу. В данный момент они хотят устроить бой Нурмагомедова против Фергюсона. 7 апреля, кажется. Да, причем неизвестно, будет ли это за временный титул или за настоящий, лишат ли Конора пояса. Мое мнение, что он побьет Тони. Хотя в прошлом я уже недооценивал его и ошибался. Может быть, и еще раз так будет. Просто, по-моему, у Хабиба козырные карты. Тони один из тех парней, которые хороши везде. Крепкая борьба, высокий уровень джиу-джитсу. Но, на мой взгляд,
борьба Хабиба лучше борьбы Тони. Поэтому бой закончится на земле. Полагаю, Тони планирует засабмитить Хабиба, потому что его джиу-джитсу реально крутое. Но если Хабиб окажется настолько хорош, что ему не удастся это сделать, то Хабиб будет избивать его, а Тони раз будет близок к сабмишну, другой раз, третий. Но завершить он их не сможет, в то время как ущерб у него будет накапливаться. Вот таким я вижу этот бой. Интересно. Что меня радует, так это то, что Хабиб изменил тренировки, нанял нового диетолога, и теперь у него не будет проблем с весом. Все те факторы, которые в прошлом привели к тому, что он снялся с боя, теперь устранены. По-моему, тут делают из мухи слона. Он ведь всего один раз провалил вес. Он провалил вес один раз, это так. Но у него были похожие проблемы со здоровьем, когда он делал вес для боя с Майклом Джонсоном. Но на бой с Джонсоном ведь он вышел? Вышел, но весогонка для него была такой же тяжелой. Просто есть и другие парни, которые не делали вес много раз. Джонни Хендрикс, Джонни, да, Мелвин Галлард, Келвин Гастелум, да, и все они не укладывались. Я думаю, что ситуацию с весом слишком раздувают, но вот травмы доставили ему немало проблем. Проблема в том, что вес он не сделал к титульному бою. Ну, помнишь, бой за временный титул был? Я имею в виду, это был один из тех случаев, когда саму работу по весогонке он делал прекрасно, но просто он подошел к взвешиванию чуть больше, чем нужно. Вообще в дивизионе творится хуй знает что, из-за того, что никто не знает, будет ли Конор драться или нет. Его лишат пояса? Скорее всего, да. Я не против, только если Конор скажет: ну-ка нахуй, я возвращаюсь. Пши нахуй. Нахуй. Я буду защищать пояс. Самый лучший выход — это пускай Тони и Хабиб дерутся за настоящего чемпиона. А если Конор захочет вернуться, дать ему титульный шанс. По-моему, самым прибыльным боем мог бы стать Конор против GSP. О, ну-ка нахер, я буду с ним драться. Да ты что? Да, я хочу быть номером один, я не буду драться с Тайроном. Потому что мы с ним друзья уже 20 лет. Я хочу драться с GSP. Думаешь, они будут заморачиваться? Может, им проще устроить GSP против Тайрона? Правильно? Это же тоже будет супербой. GSP не будет драться с нокаутером, потому что он боится травм головы. А я не бью так сильно. Ну как тебе? Интересный подход. Тренировался GSP? Никогда. Я тренировался со всеми топовыми полусредневесами своего времени. Кроме него. Вот как? Ну, вообще-то, кроме GSP и Рори. Но все остальные... Шилдс, Фич, Диас пару раз, Тайрон, конечно. Со всеми топами своего времени, прям по списку можно идти. Чем тебе было бы интересно заниматься, когда ты уйдешь из спорта? Что ты думаешь делать? Что тебе хочется? Тренер по борьбе? Да, буду тренировать по борьбе. Мне это очень нравится.